Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Я иду, наверное, уже с последней барахолки в этом году. Ну и мы последний раз посмотрим видео с распаковкой. Сейчас уже все заняты подготовкой к Рождеству, поэтому если и будут какие-то находки еще в декабре, то мы их посмотрим уже в январе. Эта распаковка не будет долгой, потому как находок мало. И сразу начинаю, как всегда, с простого. Многие из вас, наверное, не покупают такие вещи, но я покупаю для магазина. Это запонки, как вы видите, со стеклянной черной вставкой и кристалликом внутри. К сожалению, я не знаю, не знаю, как назвать этот стиль, но мне кажется, вот этот вот стиль викторианской эпохи, когда внутри черного чего-то вставлен кристалл, от него может быть такая вот, знаете, звездочка еще нарисована. Не знаю, к сожалению, что это за стиль, как его назвать, но мне показалось, что эти запонки очень напоминают этот стиль. И вторая пара запонок, их сегодня две пары, вот с таким необычным перламутром. Ну, как необычный, может быть, он и обычный, но вот такой он серо-коричневый с зелеными отливами, очень красивый. Долго не буду, конечно, распространяться про эти запонки. Все тут просто. Очень интересный геометрический дизайн мне показался. И перламутр красивый. Следующая брошь с гранатовым стеклом, которая производилась в огромных количествах в 60-х, 70-х, 80-х. В разных изделиях оно бывает. Серьги, колье, браслеты, броши, все что угодно. Единственное, что при таком освещении стекло не выглядит гранатовым, выглядит черным. Это, конечно, меня всегда удручает, потому что я часто снимаю, фотографирую эти изделия, и гранатовый цвет виден только на ярком, хорошем освещении, солнечном, может быть. Но с чем я столкнулась вот в последнее время, то, что на барахолках, конечно, продавцы называют это чешским гранатом, я уже привыкла. Но когда в антикварных магазинчиках написано, что это чешский гранат, ну, мягко скажем, это обман, ну, а грубо скажем, это вообще ни в какие рамки не лезет. Правда, не всегда подписана на них цена, но я, честно говоря, не спрашиваю, потому как, когда я вижу такие надписи, ну, что я тут могу говорить хозяину этой антикварной лавочки, я даже не знаю. Спорить с кем-то, там что-то доказывать, это вообще не в моих правилах. Так, еще одна брошь. Сегодня будут в основном чешские изделия, наверное, кроме этих запонок. Такой у меня был уже кулон один раз. Это стекло, стеклянная брошь. Но тот предыдущий у меня был в серебряных тонах, а это, видите, в золотистых тонах. И уже брошь. Стекло красивое. Вот так вот оно звенит, звучит. Вещь красивая, ну, много коллекционеров, я знаю, вы коллекционируете такие броши. Я не коллекционирую это стекло. Не знаю почему, я вообще чешские броши, честно сказать, не коллекционирую те, которые послевоенного периода. Ну и вот это еще вторая брошь.
тоже стеклянная, она уже более оригинальная, скажем так. Мне нравится, что здесь, посмотрите, какое стекло под черепаший панцирь, вот этот черепаший вот этот пластик, черепаший, в общем, окраска такая. На ней какой-то эпизод из жизни фараонов, покрытый золотой краской. Очень красиво. Что интересно, видите, здесь Клеопатра, смотрящаяся в зеркало, и в зеркале даже прорисовано ее отражение. Очень красивая брошь, я считаю, достойна любой коллекции. Обалденная просто. Я когда ее увидела, мне при всей моей нелюбви, ну, скажем так, к этим брошам, ну, не знаю, они красивые, тут сомнений нет, просто они вне моего вкуса, я их не коллекционирую и просто продаю, честно говоря, вот и все. Дальше брошка интересная. Наверняка вы встречали такие брошки из пластика. И вы знаете, они очень ценятся коллекционерами. Кто-то их тоже коллекционирует. Брошка очень старенькая, наверное, может быть, 40-х годов. Но в музее вы наверняка видели очень много подобных брошек. Выпускались они в 30-х годах и в послевоенный периоде. Так что вот такой вот собачонок, не знаю, какая порода, похожа на терьера какого-то, да, и еще вот он такой кучерявенький. Вот так вот она выглядит. В общем-то, вот такие вот пластиковые брошки представляют коллекционный интерес. И я знаю, что на аукционах они всегда помечаются как коллекционные. Дальше будет еще 2 чешских броши. Скорее всего, они довоенного периода. Очень крупная, зеленая. А вообще зеленые камни мне редко очень попадаются. А еще и в украшении серебристого оттенка. Вообще редкость большая. К сожалению, здесь не хватает вот 2 кристалликов вот таких вот зеркальных, зелененьких. Не знаю, может быть, я когда-то и найду где-то их. Может быть, вклею. Посмотрите, какая изнанка у нее красивая. У меня просто нет слов. Мне кажется, что она похожа, знаете, когда ювелиры лобзиком выпиливают из металлической пластинки узоры. Вот как будто это все вручную выпилено этим лобзиком. Очень красивая, необычная изнанка. Ну и, как обычно, здесь несколько ярусов. Красивая брошь, очень крупная. И вторая брошь, тоже довоенная, уже в розовых тонах, с розовыми кристаллами и марказитами. Брошь в форме планки. Здесь замочек тромбон. Вот. Тоже брошь очень красивая. Сочетание вот такого серого оттенка марказитов с розовым стеклом. Очень одно из моих любимых. Серое плюс розовое. Очень люблю такое сочетание. Красивейшее. Ну и последнее украшение на сегодня – это сатиновые бусы. Бусы из сатинового стекла. Вот такие они трехрядные. Наверное, это бусы уже примерно 60-х годов, может быть, 50-х.
но уже послевоенные, мне кажется. Не знаю, что вы скажете на этот счет, но бусы очень красивые, красивенные просто. Вот такие вот находки на сегодня. Их мало, но оригинальность в них присутствует. Особенно в этом песике, в этой пластиковой детской брошке, которая мне попалась первый раз за эти годы. Никогда пластиковые такие вот вещицы мне не попадались. Ну и, конечно, это Нефертити, заглядывающая в зеркало. По-моему, это шедевр. Глушеное стекло с такой вот аппликацией сверху. Великолепно, просто потрясающе. Пожалуй, это будет последняя распаковка в этом году, как я уже и сказала. Но это не будет последним видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне очень приятны ваши комментарии. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!